Украина уже войдет в историю мира своим невиданным упорством и умением отстоять собственные цели и государственность в конфликте с кратно превосходящим соперником. Дифирамбы Украине сейчас льются со всего мира, что может сыграть и злую шутку, с учетом явной эскалации в будущем. Битва Давида и Голиафа всегда вызывает симпатии к Давиду. Поэтому присоединяться к хору аплодирующих не станем, а рассмотрим обратный момент. Какие ошибки Украина допускала и допускает, находясь на острие борьбы. Ведь медные трубы – самое опасное испытание, а разбирать ошибки России неинтересно. Их слишком много, и они абсолютно очевидны всем. Итак, во-первых, была провалена подготовка к атаке со стороны России. Очевидно, что вокруг Украины ситуация накалялась почти десятилетия, и службы страны должны были вести подготовку к вероятному столкновению. Да, в хаосе Майдана, постоянных смен векторов и лидеров, в небогатой стране это было сложно сделать, но итог оказался плачевен. В февральскую атаку армия России едва не достигла своих целей. Цена такой халатности – тысячи жизней и чудовищные усилия, позволившие Украине оттеснить врага на сегодняшние позиции. Еще нужно учесть, что российская армия оказалась невероятно коррумпированной, ослабленной, немотивированной, с традиционно плохим командованием и отсутствующей логистикой. Если бы ее состояние было лучше, как на то рассчитывали в Кремле, цена была бы еще выше. Не велась предварительная работа по заключению союза с соседями, чтобы совместно отражать нападения. Подобно координации между собой скандинавских стран или стран Балтии, Украина могла бы попробовать наладить диалог с соседями, ранее пострадавшими от агрессии России: Польшей, Словакией, Литвой, Латвией, Румынией, Турцией, Финляндией, чтобы демонстрировать Москве вероятность ответа единым фронтом в случае агрессии на Киев. Какая-то часть этих задач была решена. Поддержка Польши и Литвы играет огромную роль даже в том, что Запад не бросает Украину на произвол соперника, как казалось в начале прошлого года. Но серьезной военной помощи собственными силами угрозы России страны-соседи Украины пока не оказывают. Понятно, что это титаническая работа дипломатов, которая таит для других стран колоссальные риски, но перспектива такого союза могла бы сильно напугать Москву, даже находящуюся в эйфории от собственного вранья. Украина тотально зависит от поставок западного оружия и не сможет продолжать при малейшем несогласовании. Самый опасный пункт. Собственная военная промышленность в стране, хотя и была мощнейшей в СССР, сейчас не в состоянии даже просто поддерживать армейские резервы. Западная помощь пока поступает, но каждый раз со скрипом, с уговорами, с оттягиванием и в таком размере, чтобы закрыть минимальные потребности. Москва, в свою очередь, наверняка подключает всю агентурную сеть, чтобы помешать поставкам или создает в них большие временные лаги. В расчете на то, что Запад устанет от длительной войны и будет пытаться саботировать такие траты. В то время как собственную экономику Россия оседлает и загонит население в военный барак, обеспечив, если не качество вооружения, то его количество. Конфликты внутри руководства страны, децентрализация даже в армии. Родовое пятно как Украины, так и Польши, уже погубившее Речь Посполитую. Постоянные споры, стычки, кланы, борьба за власть и взаимные компроматы. Все это мы видим и сейчас, когда со своих постов слетают даже вполне успешные люди. Конечно, это проявление плюрализма и свободы мнений, но в военное время, когда яростный враг ставит на карту все такое недопустимо и чудовищно опасно, скомпрометировавших себя достаточно устранить от дела, а уже в мирное время провести разбор полетов, чем показывать сопернику хаос в своих рядах и возможную инфильтрацию агентурой. Неиспользование фактора национальных республик в России и украинской диаспоры. По неясным причинам Украина совершенно не работает с внутренней ситуацией в России, с тяжелейшими национальными конфликтами, с напряженностью между Москвой и остальной Россией, замороженными спорами на Кавказе. Именно внутренним расшатыванием Германия
вывела Российскую империю из Первой мировой войны. Украина же фрагментарно сообщает о российских добровольцах на ее стороне, но не делает даже попыток поднять восстание в национальных республиках. Пообещав тем поддержку украинской армии, оружие и заставляя Россию тратить кончающиеся ресурсы на внутренние проблемы, а не только на украинский фронт. Кроме того, в России, особенно на востоке страны, живет колоссальная украинская диаспора, которая могла бы стать как ресурсом для внутреннего саботажа, так и военным пополнением армии Украины, либо действующими внутри России. Под лозунгами свободы от Москвы, получив оружие из Украины, а может и будучи украинскими разведчиками изначально, такие формирования на малолюдном востоке России могут не просто отвлечь внимание, а действительно получить власть. Зная то, как умело Украина проводила информационные кампании, совершенно необъяснимо, почему она не использует этот фактор сейчас, ведь псевдонародное восстание в условной Тюменской области обрушит нефтегазовые доходы России моментально. Украина затягивает конфликт, что губительно для нее куда сильнее, чем для России. Если Россия стремится перейти в войну на истощение осознанно, то Украина медлит, ожидая западных поставок. В итоге, это играет на руку Кремля, так как он имеет инструменты в западном обществе для затягивания вопроса, а его ресурсы как государства значительно мощнее, чем у Украины. Россия сможет десяток лет жить в режиме глухой изоляции и окопной войны, истощая соперника до тех пор, пока он сам не запросит мира. Подготовив города к оборонительной фазе, сократив проблемную логистику и насытив мобилизованными, Кремль решает сразу несколько проблем для себя. Это сэкономит и людской ресурс, и продлит власть текущей элиты, которая удержит ситуацию, если не будет ряда разгромных поражений. Такой сценарий – катастрофа для Украины, не имеющей такого колоссального людского, финансового и военного ресурса. Как бы чудовищно это ни звучало, но Украине надо атаковать, чтобы не проиграть, полностью истощив свои ресурсы, а Запад через полгода может откровенно устать от поддержки и перейти в фазу наблюдения за исходом. Его не слишком устраивает перспектива краха России и хаоса на ее территориях, и эта точка зрения может стать доминирующей, даже при симпатиях к Украине. Неиспользование миллионов уехавших из России как ресурса для поддержки. Проведенная кувалдой и топором, частичная мобилизация в России привела к бегству из страны колоссального количества молодых людей. Тотальное их большинство и ранее не поддерживало режим Путина и теперь находится в очень тяжелом положении. Всех их Украина могла бы использовать как ресурс поддержки для создания образа нелегитимного режима в Кремле и даже как военный резерв. Если объявить предоставление после победы гражданства Украины тем, кто захочет ее поддержать своими навыками и умениями. Эти люди лишились дома, работы, перспектив в жизни. В России их планируют то оставить без имущества, то вообще казнить, а Украина протянет им руку помощи под лозунгами свержения тирана. Боится ли Украина, что такие шаги мир воспримет как переход жертвы в атаку и перестанет помогать? Возможно, но Путин уже давно поставил себя и Россию против остального мира, теперь уже его роль и финал очевидны. По большому счету, Россия уже давно перешла от плана «Киев за 3 дня» к плану как бы выжить и уцелеть самим. Но в таком режиме она способна находиться годами, истощая соперника и набивая цену для будущего мирного соглашения. Остановить конфликт Россия не в состоянии по причинам престижа всех структур государства. Учитывая ошибки, которые были у Украины, ситуация все еще балансирует на краю, несмотря на явные нотки самолюбования украинской стороны, пришедшие после успехов полгода назад. Поэтому об ошибках следует говорить открыто. Понравилось видео? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.